Добрый день! Сегодня приготовим очень вкусное творожное печенье. Для этого нам понадобится мука, творог, одно яйцо, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Для начала мы просеем часть муки. Здесь у нас 300 грамм, мы просеем где-то 200. Просеем часть муки, теперь добавляем сливочное масло. Я заранее не доставала, потому что сливочное масло не должно быть растаявшее. Теперь мы обмакиваем масло в муке и натираем на терку. И вот так вот смешиваем крошки с мукой. Масло у нас 180 грамм. Каждый раз вот так смешиваем с мукой крошки. Мы натерли все сливочное масло, и получилась вот такая вот крошка. Теперь мы сюда добавляем ванильный сахар, щепотку соли. Соль мы добавляем для баланса вкуса. Разрыхлитель 10 грамм или одну пачку. Перемешиваем. Теперь мы добавляем полкилограмма творога. У меня домашний творог, можно взять любой творог. Теперь мы сюда разбиваем одно яйцо. И перемешиваем. Должно получиться однородное тесто. Мы уже перемешиваем, и уже ложкой сложно перемешивать. Теперь берем, делаем на силиконовом коврике. Месим тесто. Немножко припыляем коврик мукой. И переносим наше тесто на коврик.
Так вот собираем в комочек. При необходимости можно добавлять еще муки. Добавляем еще часть муки. Тесто не должно быть жидкое и не должно быть сильно упругое. Добавляем еще муки. Количество муки зависит от творога, от жирности творога. Мы вымесили наше тесто, и нам понадобилось 300 грамм муки. Уже тесто готово, оно должно быть мягкое, но и держать форму должно. Теперь мы делим наше тесто на две части. Вот так вот. И отправляем в холодильник минимум на полчаса. Накрываем пленкой обязательно. Включаем заранее духовку, чтобы она хорошо прогретая была. 200 градусов на режим вверх-вниз. Теперь подготовим наш противень, стелим пергаментную бумагу. Достаем наше тесто, уже прошло полчаса. Немножко припыляем поверхность мукой. Теперь нам надо подготовить сахар, куда мы будем обмакивать наше печенье. Тут у нас 100 грамм сахарного песка, и мы добавляем чайную ложку ванильного сахара. Мы в тесто не клали сахар. Теперь мы формируем такую колбаску. Женщина, подойди поближе, сними. Я вот покажу. Вот приблизительно вот такой диаметр у нас должен получиться. Вот такая колбаска. Теперь мы режем на такие кусочки.
Угу. Обмакиваем каждый кусочек в муке, чтобы не прилипало к коврику. Угу. Теперь раскатываем каждый кусочек, или можно вручную, руками вот так. Тоненький пласт. Теперь обмакиваем сахарный песок с двух сторон. Складываем один на другой. И вот так немножко приплюскиваем, чтобы при выпекании печенья не раскрылись. Кладем в противень. Так каждый кусочек. Мы вот сформировали с первого колобка наше печенье. Теперь я формирую со второго колобка. Так же само раскатываем в колбаску такую. До нужного диаметра. Теперь режем на печенье такие. Теперь мы берем вот так, придаем такую форму. Мы сформировали все печенья. Такой узор у нас получился. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов, режим вверх-вниз. Минут 15 мы будем смотреть по готовности. Наши печенья уже готовы. Вот такие они золотистые, румяные печенья получились. Теперь перекладываем сюда. Они потерял. Вон там. Вот такие печенья у нас получились. Готовьте, у вас все получится. Творожное полезное печенье. Дети очень любят такое печенье. Съемное?